Вы когда-нибудь задумывались, какой ценой далась слава участникам BTS? Что скрывается за их яркими выступлениями и идеальными танцами? Почему Чингук сдерживал слезы прямо на сцене? Кто из них продолжал петь с ожогом на руке? А кто падал за кулисами, не дождавшись помощи? Сегодня вы узнаете то, что скрыто от глаз миллионов. От легких ушибов до настоящей боли мы покажем все. Сцена сияет, толпа кричит, миллионы глаз устремлены на 7 парней. Но никто не видит, как за кулисами они держатся за ушибленную ногу или стараются не показывать, что болит спина. Именно с таких незаметных ран все и начинается. Порой все выглядит как обычное падение, будто ничего страшного. Но в действительности эти мелочи накапливаются и превращаются в настоящее испытание. Чингук получил ушиб ноги во время репетиции на премии «Мама» в 2016 году. Он так сильно отдался тренировке, что повредил ногу, но продолжил выступление до конца. На видео видно, как он сдерживает боль, не давая фанатам заметить свое состояние. Чин ударился локтем на Олимпиаде K-pop-айдолов в том же году. Несмотря на опухоль и покраснение, он не покинул съемочную площадку и продолжил участвовать в соревнованиях. Позже он признался, что рука болела несколько дней, но он не хотел огорчать поклонников. Во время одного из выступлений Чин оказался слишком близко к пиротехническому эффекту и получил легкий ожог руки. Кожа покраснела, но он не ушел за кулисы, а закончил номер, как будто ничего не случилось. Позже фанаты заметили покраснение на руке на фотографиях. Ви поскользнулся на сцене во время зимнего съемочного мероприятия. Сцена была покрыта льдом, и это выглядело как обычная неудача. Однако спустя несколько часов у него начались боли в пояснице. Несмотря на это, он вышел на сцену и выступил, не показав, что ему тяжело. Суга в конце 2015 года оступился за кулисами и ударился спиной о металлический порог. Врачи рекомендовали покой, и он был вынужден пропустить одно из новогодних выступлений. Эта боль станет для него сигналом, ведь позже плечо и спина начнут беспокоить его постоянно. О таких травмах не пишут в заголовках. Их не обсуждают в интервью. Но именно с этих незаметных ран начинается настоящая цена славы. Их движения точны до миллиметра. Каждое выступление как последний бой. Но вы когда-нибудь задумывались, какой ценой даются эти танцы? Танцы BTS – это не просто шаги под музыку. Это изнуряющие тренировки, многочасовые репетиции и движения на грани человеческих возможностей. А боль? Ее не видно. Она спрятана под маской профессионализма. Чимин не раз терял равновесие во время живых выступлений. Из-за физического истощения он однажды едва не упал в обморок во время репетиции на шоу. Но он продолжил танцевать, потому что не хотел подвести команду. Позже он признался, что в тот день не мог есть и чувствовал, как тело буквально отключается. Чингук, несмотря на свой молодой возраст и выносливость, не избежал боли. На одном из концертов он упал на сцене во время прыжка. Хотя он тут же поднялся, позже выяснилось, что он повредил мышцу бедра. Он доиграл концерт до конца, а потом с трудом шел за кулисы. RM, лидер группы, получил травму спины на раннем этапе карьеры, когда, по его словам, упал, неудачно двинулся и почувствовал резкую боль в пояснице. Несколько дней он продолжал выступать, лишь принимая обезболивающие, пока не был вынужден отменить репетиции. Танцы стали частью их ДНК, но вместе с этим и постоянная боль. Колени, спины, щиколотки — все болело, все ныло, все ломалось. Но сцена не прощает слабости, и они шли дальше. За кадром остаются тренировки до изнеможения, слезы боли и слова «я смогу», сказанные сквозь зубы. И только фанаты, которые знают их ближе, понимают, что блестящий номер – это результат борьбы с телом, которое не всегда готово подчиняться. Фанаты видят улыбки, смех, лайвы и шутки. Но никто не слышит, как тишина после концерта становится невыносимой. Слава приносит не только признание, но и одиночество. И это то, о чем участники BTS говорили не раз, иногда с дрожащим голосом. Давление на каждого из них началось еще до дебюта.
Тысячи ожиданий, миллионы глаз, миллиарды просмотров. Нельзя ошибиться. Нельзя отдохнуть. Нельзя быть слабым. Чимин признался, что в начале карьеры он страдал от комплексов. Он считал себя недостойным быть в BTS, думал, что танцует хуже других. Его критиковали за внешность, за рост, за голос. Он перестал есть, доводя себя до крайностей. Позже он сказал: «Я каждый день просыпался с мыслью, что разочарую всех». Ви однажды на фан-встрече неожиданно заплакал, когда фанатка спросила, как он себя чувствует. Он не ответил, просто опустил голову и долго молчал. Позже он написал в соцсетях, что чувствует сильную тревогу и не знает, как справиться с одиночеством, даже находясь рядом с людьми. Чингук в интервью говорил, что часто чувствует вину, если кто-то из группы болен, уставший или расстроен. Он считает, что как младший должен всегда поднимать настроение. Но при этом он сам не знает, куда деть собственную боль. Во время тура он запирался один в гримерке, чтобы никто не видел, как ему плохо. Суга страдает от депрессии и тревожных расстройств. Он открыто говорил об этом, записав сольную песню, где делился своей внутренней болью. Он писал: «Я закрываю глаза, чтобы не видеть этот мир». Но даже во сне беспокойство. Он не хотел жалости. Он хотел, чтобы люди поняли, Айдол — это тоже человек. А Рэм, как лидер, взял на себя слишком много. Он часто говорил: «Если кто-то падает, я должен его поднять. Даже если сам еле стою». Он страдает от бессонницы и постоянного внутреннего напряжения. Он не позволяет себе быть слабым, даже если на душе пустота. Психологическая боль не видна. Она не кровоточит. Но именно она разрушает человека медленно, беззвучно. И в этом BTS оказались куда более храбрыми, чем можно было подумать. Иногда боль невозможно скрыть. Иногда наоборот, она так глубоко внутри, что о ней не догадываются даже близкие. Участники BTS сталкивались не только с травмами, но и с настоящими физическими заболеваниями. И многие из них предпочитали молчать, пока боль не становилась невыносимой. Первым, кто решился говорить открыто, стал Суга. Он много лет страдал от хронической боли в плече. Оказалось, что у него был разрыв суставной губы плечевого сустава, серьезная травма, которую он получил еще до дебюта, когда работал доставщиком на подработке. Он терпел боль годами, выступал, танцевал, поднимал руки, пока не наступил момент, когда он просто не смог больше двигаться. В 2020 году он прошел операцию, после чего на несколько месяцев исчез из публичной жизни. У Джина в разное время были проблемы с желудком и пищеварением. Во время туров он часто чувствовал боли, из-за чего не мог есть нормально. Несмотря на это, он всегда появлялся на сцене с привычной широкой улыбкой. Чимин в интервью рассказывал, что у него были проблемы с давлением. Один раз перед выступлением он внезапно почувствовал головокружение и резкий упадок сил. Он не хотел отменять концерт, но врачи настояли на капельнице прямо за кулисами. Позже он признался, что стал чаще проверять здоровье, потому что чувствует, как организм устает. У Ви врачи диагностировали легкую форму холецистита, воспаления желчного пузыря. Он проходил курс лечения и в течение долгого времени соблюдал строгую диету. Во время гастролей он часто жаловался на боли в животе, но не прекращал работать. Чингук в один из периодов был госпитализирован с симптомами гастроэнтерита. Это воспаление желудка и кишечника, которое сопровождается резкой болью, слабостью и обезвоживанием. Несмотря на это, он вернулся на сцену быстрее, чем рекомендовали врачи. Эти диагнозы не вымышленные. Они настоящие. Но их редко обсуждают. Потому что за образом идеального айдола не должно быть слабостей. Но реальность совсем иная. Эти парни страдали, молчали. И продолжали идти вперед. Когда лекарства уже не помогают, когда боль становится постоянной, остается только один путь. Операционный стол. Для участника мировой группы это не просто вмешательство. Это риск. Риск потерять форму, голос, движение, шанс выступать.
Но некоторые из BTS вынуждены были сделать этот выбор. Самый известный и тяжелый случай – операция Суги. Старые фанаты помнят, как Юнги часто не поднимал левую руку выше плеча. На многих выступлениях он избегал широких движений рукой, а иногда и вовсе не участвовал в танцах. Но не все знали, почему. Его боль началась еще до дебюта, он повредил плечо в аварии, когда подрабатывал доставщиком. Сначала это была просто ноющая боль. Потом постоянная. А со временем невыносимая. В 2020 году он принял решение лечь на операцию. Диагноз был серьезный разрыв задней суставной губы левого плеча. После хирургии он пропал из поля зрения на несколько месяцев. Он не появлялся на сцене, не снимался, не участвовал в шоу. Лишь письма фанатам и редкие сообщения в соцсетях говорили: «Он жив, он лечится, он вернется». Чингук, хоть и не ложился под нож, проходил специальные процедуры после травмы бедра. Это были восстановительные уколы, физиотерапия и несколько недель жесткого режима. Для идола это почти как хирургия: нельзя двигаться, нельзя выступать, нельзя тренироваться. Но он молча принял этот вызов. Чимин в одну из туровых остановок испытывал сильную боль в шее и плече. Позже выяснилось, что у него был смещен шейный позвонок, который сдавливал нерв. Ему сделали мини-инвазивную процедуру, похожую на микрокоррекцию, чтобы снять давление. После этого он долго не появлялся на тренировках и только танцевал в облегченной форме. Также ходили слухи, что RM проходил медицинские обследования и получил рекомендацию по коррекции носовой перегородки. Это вмешательство может быть не только ради эстетики, но и из-за трудности дыхания. Но он никогда не подтверждал официально, было ли вмешательство. Операции – это не про слабость. Это про выносливость. Про готовность пережить боль, чтобы потом снова выйти на сцену. BTS доказали, даже под ножом они остаются бойцами. Когда приходит время отдать долг родине, даже мировая звезда снимает сценические костюмы и надевает военную форму. Служба в армии – обязательная часть жизни каждого корейца. И даже для таких легенд, как BTS, это не исключение. Но никто не ожидал, что армия принесет не только дисциплину, но и боль. Самый тревожный случай произошел с Ви. Весной 2025 года фанаты заметили, что он не появлялся в общей фотосессии солдат, пропустил важные армейские события и долго молчал в соцсетях. Позже выяснилось, у него был перелом ребра. Тихо, без шума, без пресс-релизов. Он получил травму во время одного из тренировочных учений. Сначала это был всего лишь резкий укол в груди, как он описал. Но когда боль не проходила, его отправили на обследование, где и был подтвержден перелом. Ви не хотел рассказывать и об этом. Он молчал, чтобы не вызывать беспокойства. Но уже после заживления он написал сообщение, в котором извинился перед фанатами за то, что все это время не был рядом. Эта история потрясла фанатов. Ведь в армии, где нет камер, нет грима, нет концертного света, ты остаешься наедине с собой. И даже там он продолжал быть сильным, не давая волю боли. Ранее RM еще до службы упал и получил травму поясницы во время ранних тренировок. Хотя это не армейская травма, последствия дали о себе знать снова, когда он начал проходить военную подготовку. По неподтвержденным данным, ему рекомендовали снизить физическую активность на время службы. Слухи ходили и о Джине-старшем из BTS, который первым отправился на службу. Во время марш-броска он, по слухам, получил повреждение лодыжки, но отказался от госпитализации. Он прошел службу от начала до конца без официальных жалоб, лишь иногда появляясь на фото с повязкой на ноге. Служба показала, что за пределами сцены они все еще люди. Но и в казармах, и на плацу они остались сильными, выносливыми, молчаливыми в своей боли. Такой характер не купить. Он закаляется шаг за шагом через страдания. Они сияют на сцене, как легенды. Но за этим светом боль, о которой мало кто знает. Падения, ожоги, переломы. Слезы за кулисами, бессонные ночи, страх под маской идеальной улыбки. BTS — это не просто кумиры миллионов.
Это люди, которые шли вперед, даже когда тело отказывалось подчиняться. Которые молчали о боли, чтобы не волновать своих фанатов. Которые выбирали сцену, даже когда их внутренний голос просил остановиться. Теперь, зная все это, посмотрите на них иначе. Не только как на звезд, а как на бойцов. На людей, которые прошли через боль, страх, одиночество и все равно остались вместе. И если вы когда-нибудь почувствуете, что вам тяжело, вспомните. Даже тем, кто кажется непобедимым, бывает больно. Но они продолжают идти. И значит, сможете и вы.